Всем привет, с вами Дэн. Ну что, сегодня шок и трепет. Pagani Design. На канале не было, наверное, уже год или даже больше. И вот у нас в чате, кстати, в Telegram обязательно подписывайтесь. Здесь вот будет QR-код. Короче, запустили, что на Озоне какая-то мега акция на Pagani Design. Я, значит, взял оперативно и две модельки там затарил. Ну, чтобы показать вам, посмотреть, и действительно ли в 2025 году Pagani Design это круто, тем более, что там, ну, были прям достаточно, я бы сказал, смешные цены на эти модели. Итак, собственно, пора открывать. И вот первое. Специально взял и механику, и кварц, и давайте все это распаковывать и глядеть. Ну, коробки, я смотрю, те же самые остались, что и раньше. Здесь инструментик для укорачивания браслеты или ремешка, тряпочка и... Что-то... Ладно, подожди, сейчас еще тут, что по комплекту у нас. Гарантийная карта не заполнена. Ну, то есть это продавалось на Озоне официальным магазином Pagani, и доставка, ну, насколько я понимаю, это было где-то недельки две. Доставка из Китая. Так, мануальчик, в принципе, все пока без изменений. Тут даже вот такая вот эта хреновина, да, у нас стикер, такой бирка. Так, и вот первая модель, это сапфир прям крупными буквами, и это кварц как раз. Так, это кварц и, как вы понимаете, такой вариация Moonswatch, или точнее даже вариация Speedmaster с элементами Moonswatch, ну вот так скажем. Так, ладно, это в сторонку, потом будем распаковывать и тоже знакомиться. И давайте вторую модель тоже распакуем. Здесь по-другому коробка открывается. Здесь вот такая у нас, что это? Ну, для укорачивания браслета, тряпочка немножко другая. А здесь Хамаш Audemars Piguet Royal Oak, да, и механика на браслете тоже. Внутри вижу сеечку, значит, здесь, ага, здесь у нас бирочка, значит, надета на браслет. И по комплекту, да, собственно, все то же самое. В общем, все то же самое. Ну что ж, две модельки распаковываю. И сразу хочу сказать, что я решил эти обе модели разыграть. Розыгрыш пройдет на канале Telegram. Ссылка будет в описании. И сейчас на экране будет QR-код. Обязательно подписывайтесь, и на нем пройдет розыгрыш. Будет два победителя на обе эти модели. А я сейчас их распаковываю, и тогда уже знакомимся. Итак, немалыми усилиями я распаковал часы, и давайте знакомиться. Ну, естественно, давайте по порядку, раз уж я первыми распаковал вот эти вот космические, то мы с ними знакомиться и будем. И эта модель Pagani Design с референсом PD1701 Moonswatch, да, внутри стоит кварц, причем мега-кварц сейка VK63. Это уже, судя по описанию, третья версия, третья итерация этой модели. Стоит сапфировое стекло с внутренним антибликом, 100 метров водозащиты, стальной корпус, стальной браслет. Есть люминофор. И по стоимости на Озоне я их брал что-то типа за 3000 рублей. Ну, на Алиэкспресс они, по-моему, 1005 где-то примерно. Ну, короче, я так понимаю, что 3000 это просто какая-то акция наверняка, да, приуроченная к чему-то, а так реальная цена где-то, ну, около 50 баксов, да. И можно было взять за сколько там, 3000 рублей, ну, сейчас, наверное, баксов 40. Ну, короче, считайте, что для уровня Pagani это прям на халяву, да, на халяву, что на самом деле странно. Но мы с ними, конечно, сейчас будем чуть ближе знакомиться, да, и поймем, насколько вот Pagani Design в 2025 году стал лучше, хуже, хорошие, плохие ли часы. И вы обязательно пишите в комментариях, если у вас есть Pagani Design, как опыт эксплуатации. По размерам, по безелю здесь 40. Вот в этой части самой широкой будет 42,3. Кстати, забыл сказать, здесь еще заявлена сапфировая вставка на безеле, но мы сейчас все прибором посмотрим. По высоте с учетом выпуклого стекла 14,1, браслет 20, да? Сколько тут? Ширина 20 и от ушка до ушка 46,5. Ну, в общем-то, модель небольшая.
Небольшая, естественно, корпус здесь это полный хомаж Омега Speedmaster, и браслет тоже. Про запас браслет есть неплохой, сантиметров 5, так что на большую лапу, если что, налезет. Это неплохо. Ну, по посадке здесь все окей. Вариаций там вот этих огромное количество, от стопроцентных, так сказать, хомажей, да, до вот таких вот необычных сочетаний. Мне кажется, что необычное сочетание было интереснее. Плюс я взял именно те версии по цветам, которые были дешевле всего. То есть другие цвета, там черный, например, был дороже. Это тоже важный момент. Значит, так, здесь мы давайте запустим хронограф, потому что у нас получается здесь вот эта секунда в отметке 6, это основная секундная стрелка, здесь основная минута, основной час, естественно, а вот здесь у нас счетчик минут у хронографа, а это индикация 24 часа, для VK63 это такой стандарт. Значит, разметочка здесь вся белая, да, ну, она вся накладная, нет, не накладная, точнее, да, это все печатное, а вот манежи немножко находятся на углублении. Ну и стрелочки здесь, понятное дело, от Moonswatch. Мне кажется, достаточно так симпатично и свежо. И плюс еще и Pepsi на безеле, и красные стрелочки здесь тоже такой вот задают позитивчик, да. По отделке боковая часть сатинирования, кнопки тут еще, это не краска, кнопки это пленочки просто, пленочки. Ну, будущий владелец, который выиграет их в канале Telegram, конечно же, снимет, наверное. Боковая часть тоже здесь идет сатинирование. Задняя крышка, ну, тут у нас опять хомажирование, да. Такое PD1701, сталь, водозащита 100 метров. Системы быстрой замены браслета нет. Ну, для этого тут они инструмент наложили. И по застежке, да, тут, кстати, даже есть дайверское удлинение. Олдскульное, но тем не менее. Застежка, ну, такая штамповочка, простенькая, но, в принципе... Тут, знаете, что-то разглядывать за 3000 рублей или даже за 5000 рублей я бы не стал. Но, в принципе, окей, неплохо. Конечно, нужно понимать, да, я еще пока вот вторых даже не смотрю, но хочу вот это сказать обязательно, что вы поймите такую важную вещь, что вот на Алиэкспресс, да, у микробрендов, которые такие вот на маркетплейсах продаются, китайских, всегда строгое разделение по цене. То есть, если там отсечка $100, $200, $300, то, соответственно, качество будет каждый раз усиливаться, да, то есть это количество итераций, например, отделки звеньев браслета, да, ну и плюс сами материалы, иногда механизмы, но очень серьезно влияет количество именно циклов полировки, например, браслета или корпуса. Это удорожание всегда. Поэтому, если вы считаете, что вам достаточно Pagani, то окей. Если вы считаете, что вам нужен Сан Мартин и его там, да, потрясающее звенящее качество, то, конечно, это будут намного большие деньги. На картинках, знаете, и без сравнения на руках, может быть, вам будет казаться, что это одно и то же. Но на самом деле не так. Вот касаемо этих Pagani Design, это все кажется окей, характеристики, все шикарно. За эту цену просто пушка, просто персик. Вот я даже здесь ничего плохого не скажу про них. Они офигенные, они очень классные. Особенно корпус, потому что браслет, честно говоря, островат с нижней части. И ну, он такой, знаете, вот как года 3 назад, наверное, были основные китайские бренды в цене там, до $200. Да, он островат с нижней части. То есть это кому-то будет окей, кому-то не очень понравится. Ну, застежка в целом нормальная. Опять же, но для лидирующих, да, я бы сказал, дорогих китайских брендов, это, конечно, уже устаревшее. И то же самое вот тут крепление по браслету. То же самое можно сказать про сатинирование. Но оно здесь довольно-таки слабенькое. Потом посмотрим на макро. Да, давайте сейчас сразу посмотрим. Ну, собственно, вот. Да, даже на видео, мне кажется, немножко лучше, чем есть на самом деле. Но, в принципе, довольно-таки средненько. Опять же, средненько относительно лидеров. За свои деньги это вау, вот просто вау. Мало кто из швейцарцев такое предложит баксов за 500, на самом деле. По браслету примерно то же самое. Кстати говоря, качество сатинирования браслета и корпуса совпадает. Да, это вам не сеечки бюджетные, здесь все серьезно. Но мы просто как бы с вами смотрим немножко критически, да, на эту модель. По корпусу, по вот безелю здесь все приятно. И по циферу то же самое. Цифер шикарный. Сделано просто круто. Молодцы. Ну, Pagani дизайн умеет. Pagani дизайн может. Что это у нас тут? Пылинка? Или что? Ну, тут, кстати, не пылинка. Тут немножко как бы микроцарапинка, да, вот в этом месте.
В остальном здесь вопросов к этим часам никаких нет. Ну, а за их цену их и, в принципе, смотреть даже не стоит. Так, все в ноль у нас ушло, все шикарненько. Как вам эта модель, да? Мне кажется, очень-очень достойно. И вторая наша моделька, уже автоматик, да, на сеечке. Давайте стрелочки чуток переведем. Гильюше у нас даже есть, ну такое подобие гильюше, но тем не менее. Пошла родимая, да, сеечка NH35 внутри. Вот она. Во всей ее красоте и блеске. Прозрачная задняя крышка. Здесь тоже нет системы быстрой замены, но и браслет интегрированный, сами понимаете. Амаш Royal Oak PD1673. Референс у этой модели. Сейка NH35. Сапфир с внутренним антибликом заявлен. Стальной корпус, стальной браслет. 100 метров водозащиты и есть люминофор. Ну и что касается цены, то брал я их, угадайте за сколько. Ну угадайте, напишите в комментарии, напишите сколько. 4500. 4500, да тут один Seiko NH35 у нас, я думаю, вот так в розницу стоит, наверное, дороже. Вот так-то, ребятулечки. Просто завалили озон и порвали. 40. По диаметру корпуса 12 высота, ну вот здесь широкая часть браслета 25,7 и от ушка до ушка, ну так номинальненько я бы сказал, 45,3. В общем, примерно схожие, кстати, размеры этих моделей. На моем 18,5 точнее объем запястья, вот таким образом все это смотрится. Ну, понятное дело, Royal Oak, да, с его размерами, с его посадкой, здесь все просто превосходно, плоские часы, ушек практически нет, все короткое, сразу же загибается вниз, шикарно. Здесь, кстати, даже не особо что-то топорщится первое звено, поэтому в этом плане, слушайте, неплохо. Очень даже неплохо. По посадке, да, вот как ощущается, хорошо, мне нравится. Браслет здесь более такой солидный, он тяжелей. И он на самом деле лучше сделан, это прям ощущается. Здесь нет, здесь тоже островато, да, но вот здесь супер островато, а здесь просто островато. Поэтому в целом окей, мне такие браслеты нравятся. Вот даже проводишь, ничего не режет. Как там у нас писали, да, бриться нельзя. Вот Тюдором Рейнджером можно бриться, а вот этим уже не получится, к сожалению. Здесь раскладушечка, кстати, очень даже приятненькая. Окей, единственный вопрос, возможно, не супер надежно будет, когда раз 200 так сделаешь. И может быть какой-то есть промежуток между, ну, какой-то небольшой люфтик. Но пока что не критично, да, не знаю, как будет потом. Значит, да, здесь задняя крышка, 100 метров, NH35A у нас. И корпус в основном сатинированный. Здесь безель тоже сатинирование плюс зеркальная полировка. Вертикальное сатинирование по основной части. И браслет тоже полностью сатинированный. Ну, короче, за исключением этой полосочки верхней части корпуса, все остальное сатинирование идет. Здесь опять же, да, давайте сейчас по весу посмотрим, а потом поговорим про качество, которое может быть на фотографиях или так вот со стороны незаметно. 170 грамм, они уже потяжелее, они ощущаются на самом деле. И, кстати, по запасу браслета, ну, сантиметра 4-5, так что, опять же, на большое запястье пойдет. Значит, давайте по отделке, да. Браслет в целом окей. За свои деньги, безусловно, здесь все окей, но если мы хотим какие-то недочеты увидеть и про них сказать, то нужно. Есть, конечно, вот здесь немножко тяп-ляп сделано первое звено, и вот немножко это заметно. Они остальные тоже так же, да, но просто первое, оно бросается в глаза, потому что немножко вот так вот как бы всегда будет топорщиться. Довольно плохенько здесь сатинирование идет. Кстати, здесь лучше на этих часах по боковой части, ну прям очень грубо. И геометрия мне не нравится, геометрия кривоватая. И то же самое здесь вообще нет полировки практически по боковой части безеля. И геометрия его тоже нарушена, ну вот практически везде. Тяп-ляп сделано. Заводная головка окей. Циферблат давайте посмотрим, что тут.
Ну, так, неплохо, кстати. Циферблат приятненький. И зеркальная полировочка на ранте тоже неплохо выполнена. Ну и вот она, наш красавец-то, а? Какая красота. Можно было, конечно, глухую заднюю крышку, но за такие деньги, когда у вас механика, да еще отсейка, конечно, это нужно обязательно показывать. Итак, значит, товарищи, 2 часов, да, кстати, вес прям, различается. 2 часов, и сейчас мы приступаем к сапфиру. Как говорится, ваши ставки, господа, будут ли тут действительно сапфирчики? Раз. Сапфирчик. 2. Сапфирчик. А что у нас с безель? Вот я, честно говоря, думал, что с безелем будет подстава, но Пагани. Двойной лайк. Красавчики. Прям респект. Ну что ж, давайте теперь уже подводить итоги и скажем откровенно и честно. За свои деньги и за те деньги, которые они продаются на AliExpress, ну то есть, я бы сказал так, официальная цена, обычная цена, без всяких там скидосов, здесь все прекрасно. То есть, понятное дело, что если вы хотите лучше отделку, именно вот лучше отделку, то нужно смотреть на другие бренды и платить, ну, где-то примерно в 2 раза больше. Где-то примерно в 2 раза больше. Если для вас окей такая отделка, то эти Пагани, ну, я бы сказал, находка, да. Хамажики с хорошими характеристиками, здесь приятные механизмы стоят, здесь все окей по характеристикам. Здесь просто есть экономия на отделке, но и цена соответствующая. Ну, а что они там учудили на Озон, конечно, с такими ценами, я уж прям не знаю, но это демпинг. Так вот, я думаю, что обе модели достойны того, чтобы разыграть. На канале в Telegram розыгрыш пройдет. Пишите, что, может, еще интересного есть, например, на том же Озоне там, или на Алишечке. Лучше со ссылками. Вроде на YouTube можно ссылки постить. Ну, а на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. И не забываем, конечно, ставить лучшие царские лайки. Всем пока.